Криптовалюта меня подняла люто. Приветствую тех, кого подняла криптовалюта. Остальным соболезнуем в этом видео обсудим биткоин и почему с большой вероятностью он еще не сформировал свое дно и обновит текущий минимум 15500. А поможет мне в этом Руслан, автор канала Биржевой Монарх. Это один из немногих аналитиков, который на протяжении этого года ждал падения примерно к текущим отметкам. А перед началом напомню, что видео выходит через день в 20:00 по киевскому времени, поэтому подписывайтесь, чтобы получать больше информации в мире криптовалют, и не забывайте подписаться на телеграм-канал, потому что там ждет актуальная информация по рынку, по моим сделкам, а также каждую субботу там проходит розыгрыш $250 среди 5 победителей. Каждому по 50. Подробные условия для участия написаны в описании под этим видео. Не забудьте досмотреть до конца, так как там я разыграю еще $250 среди моих рефералов на бирже BitGet. Такой розыгрыш также проходит каждую неделю. Подробные условия написаны в описании. Итак, давайте начнем с покупки биткоина. Напоминаю, я покупаю его каждый день на $500, но так как видео выходит через день, покупки я совершаю на 1000. Давайте совершим покупку и заполним наш портфель, который называется «Котлета на пенсию». Итого у нас 1,87 биткоина. Теперь перейдем к сути видео. Привет, Руслан. Расскажи, пожалуйста, свое мнение по биткоину. Глобально, локально, чего ждешь? Приветствую всех подписчиков. Хочу поделиться с теми, кто меня не знает, как я вообще видел биткоин и как я его веду с начала года. Для этого я вам покажу один график. Вот, датирован январем 2022 года. И, соответственно, на тот момент вы можете видеть траекторию движения, как я предполагал, как биткоин себя поведет на протяжении последующего года, то есть текущего. Соответственно, на данном этапе я считаю, что мы находимся где-то примерно вот в этом диапазоне. А здесь видно, что конечная цель по медвежьему рынку был в диапазоне 19 500-17 тысяч долларов. Вот. Соответственно, уже прошло 8 месяцев, и можно немножко его дополнить в том плане, что цели немножко меняются. На данном этапе мы находимся вот здесь, чуть ниже. И цели тоже чуть ниже у нас происходят. А вот этот элемент на графике вот здесь, он тождествен вот этому элементу. Потом, предполагал я, идет выход вниз и формирование боковой коррекции, то есть треугольника. Этот треугольник мы увидели вот здесь. Только разница в том, что здесь я предполагал на уровнях 25-27 тысяч долларов. Вот в этом диапазоне будет формироваться боковик. А по факту у нас сформировался на уровнях 24-20, даже ниже тысяч. Соответственно, и цели автоматически по этому боковой коррекции, по финальному импульсу вниз тоже, соответственно, ниже. То есть вот этот элемент, который предполагаемый мной сейчас происходит, вот этот финальный выход вниз, он простирается уже не на 19-17, а на 16-14. Последнее обновление, которое я писал, вот, допустим, от 8 ноября, то есть вот этот блок я указывал в качестве блока покупателя, где можно, на мой взгляд, субъективно рассмотреть покупки на спот. И мы буквально позавчера в него пришли. То есть первая реакция покупателя случилась около верхней границы диапазона, что мне не нравилось на тот момент. Я вот записал видео в канале с подробным пояснением, поясню и тут, что нет конвергенции на этом этапе, то есть конвергенция косвенно свидетельствует о завершении импульса вот этого короткого, ее нет. То есть, что это значит? Подытожу эту мысль, что спуск в этот блок повторно очень даже напрашивается, чтобы сформировать конвергенцию и на 4-часовом таймфрейме, и на дневном таймфрейме. То есть она будет тут короткая, слабая, на 4 часах будет хорошая. Также и на часе сформируется здесь. То есть спуск, повторный спуск в этот блок к нижней границе очень напрашивается. А также хочу, наверное, с промптом дополнить, где еще не показывал, самый негативный сценарий, который может реализоваться, но этот сценарий второстепенный, потому что много слабых сторон, одна из которых временные интервалы волн. Можете прочитать комментарии. Этот сценарий предполагает, что, возможно, цели где-то будет в районе 10,5-9 тысяч долларов. Но опять же, повторюсь, это просто гипотеза, на которую я отвожу 20%. Остальное, в принципе, если вот так вот все скомпоновать, я вкратце скажу, что этот план, я считаю, что до сих пор актуален, просто цели чуть ниже. Вся структура снижения актуальна, и также я думаю, что мы остановимся, развернемся вот в этом блоке. Пока на данном этапе вот такое мнение у меня, что локально, что глобально. После того, как мы сходим к нижней границе, предположительно, я думаю, что мы
должны восстановиться вот в зону вот этой проторговки длительной, то есть в район 20 тысяч долларов. Понял. Ну вот ты сказал, что есть 2 варианта развития событий: более консервативный, где мы на 14 примерно идем, и более пессимистичный, где мы идем там на 10 и, возможно, ниже. Но в любом случае они сходятся на том, что сейчас конкретно на 15500 вот точно не дно, и мы с большой вероятностью еще сходим и пробьем его, правильно? Да, правильно. И почему именно так? Потому что я же трактую все только с точки зрения технического анализа. И, как правило, там в 9 из 10 случаев мы должны увидеть на момент схождения, точнее конвергенцию между графиком цены и индексом относительной силы или MACD. Такого сейчас нет у нас. То есть мы должны обновить вот эти 15500, как ты правильно сказал, заметил. И только в первом случае это будет в районе 14 тысяч, а во втором случае это может быть сопряжено с удлинениями. То есть мы можем уйти под этот блок, допустим, там 13 тысяч, вернуться к 15 и потом пойти ниже. То есть всяческие удлинения в этом негативном варианте. То есть если вот этот негативный вариант, о нем более подробно сказать пару слов, то он подразумевает действительно все удлинения. То есть вот это пятиволновый импульс, который предположительно в волне C идет, он подразумевает удлинение в пятой волне, чтобы достичь этих целей. То есть волна С 261% высоты имеет от коррекционной волны B. И поэтому, ну это, как я сказал, второстепенно, но вот этот блок, в общем, основной. Пока, наверное, голову забивать нам не стоит, пока мы не ушли под этот блок. Понял. Но в этом блоке вот при пробое 15500 можно совершать какие-то покупки, правильно? А это мой план действий. Вот при обновлении дна я хотел бы купить на спотом, опять же, рынке у нижней границы. Допустим, вот если ты совершишь эту покупку, ты как планируешь ее фиксировать? Да, я буду смотреть локально, как будет развиваться ситуация. Ну, допустим, мы предположим, что гипотеза реализовалась, биткоин спустился к 14 тысячам, я купил. При развороте цены вверх, то есть в любом случае я подразумеваю какой-то отскок. Я буду смотреть на структуру роста, на динамику роста и буду оценивать ситуацию уже по факту. В планах закрыть позицию, вот набранную здесь, часть в диапазоне 20 тысяч долларов. Вот в этом диапазоне. Дальше, посмотря на структуру роста, ну, если так вкратце, купить здесь и продать вот около 20 тысяч. И часть оставить покупки по 14 тысяч, возможно, на долгосрочную, там, на несколько лет позиция. То есть к следующему бычьему циклу, возможно, там, к совершенно уже другим целям. Понял. А вот еще такой вопрос интересный. Вот медвежий рынок закончится рано или поздно? Какие цели ты видишь для следующего высшего цикла? Пробьет ли биткоин текущий хай или он остановится где-то ниже? У меня нет доводов, чтобы говорить за ту или за иную теорию, пойдет ли он выше 100 тысяч, либо он не перебьет пик. Потому что мы не видим структуру разворота. Когда мы увидим уже по факту структуру разворота, мы можем предполагать, что это и как это будет происходить. То есть мы уже постараюсь визуализировать то, о чем я говорю, чтобы было воспринимать легче. Допустим, мы снизились, восстановились, поросли, вот скорректировались, и, допустим, мы дальше вниз не пошли перебивать этот пик. Восстанавливаемся, идем, и мы предполагаем, что, допустим, это высота заходного импульса, который, допустим, еще целый год или полтора будет длиться. Мы возьмем высоту вот этого движения и возьмем Фибоначчи по тренду. Мы сможем уже по факту, основываясь на какой-то идее, точно задавать цели. То есть куда мы пойдем, допустим, вот так, скорректируемся, пойдем так, и, допустим, пик будет вот тут. То есть не имея никаких данных ни о структуре, ни о высоте вот этих движений, ни о динамике, ни о волатильности и так далее, точно сказать нельзя. Можно только интуитивно предположить. Интуитивно предполагать, если, то я предполагаю, что как минимум мы восстановимся к этим значениям, а скорее всего мы перебьем, но перебьем уже не на такие проценты, как перебывали в прошлых циклах, а уже меньше. То есть, допустим, пик 100-150 тысяч вполне допустим. То есть мы видим замедление динамики
именно в процентном соотношении роста биткоина. Но это, естественно, рынок все более капитализируем, более тяжелый, более зрелый. И, соответственно, нельзя рассчитывать, как в 2017 году мы там вырастем на 10 тысяч процентов, или там как в 2014 или в 2011 году. Да, таких уже перехаев не будет. Но думаю, что, опять же, интуитивно предполагаю, что он будет не скоро, там несколько лет, 3-4 года, и будет не таким динамичным, как все остальные предыдущие. То есть, скорее всего, там перебьем в район 150-200. То есть $1 000 000 я не жду. Точнее, не думаю, что так будет. А уже потом, когда действительно мы увидим какую-то структуру, какое-то движение, разворот тренда, мы можем уже более детально и более предметно говорить на этот счет. А еще вопрос, вот ты в основном, я так понял, торгуешь биткоин, правильно? Если вот мы в 14К обвалимся, ты будешь покупать только биткоин? Или еще какие-то варианты есть? Ну да, и Solana, если вкратце говорить о нем. Вот Solana 8 месяцев назад график выложил, цена $136 была. Я предполагал, что цели по медвежьему рынку 16-12 долларов. Вот мы пришли в этот блок. На тот момент все писали, что ты сумасшедший, что Solana никогда там не уйдет даже ниже 100 долларов. Многие писали, что ему дорога на 500 и так далее. Вот она недавно пришла в этот диапазон, $12,5 минимум по спотовому рынку. Я набрал часть позиций, и мы из этого блока 12,5 увидели реакцию на $18. Вот. Но в планах у меня держать Solana. Этот, конечно, вот восходящий вектор пока никак не актуален. Это просто примерно по $2000 я не жду, но выше 250, там в район 750 тысячи в течение там 5 лет. Также ожидаю, что Solana обновит свой пик. Если не соскамится, за кавычки вынесем, то все Мгм. может быть. Тут с точки зрения технического анализа, да, если не имеем никаких эксцессов со скамом, то я ожидаю, что такой актив, как Solana, обновит пик. Также я не знаю, какие у него технологии и так далее, я просто с точки зрения технического анализа рассуждаю. То есть график Solana очень мне напоминал и напоминает ранний эфир. График очень сильный, точнее очень сильный график вот этого восходящего цикла. И как я это трактую? Вот был бычий рынок, и вот коррекция к нему. Все. То так же, как и про биткоин, проводила аналогии, что здесь нет конвергенции и конца тренда. Поэтому я предположил, что из этого блока мы сделаем коррекцию и обновим ниже вот этого блока, сходим зеленого. Мы должны сходить ниже вот этой проторговки в район $8,5 вполне. 9-8 долларов. Там сформируется конвергенция, то есть пока вот так, да. Но опять же, нужно в уме держать, это крипторынок, кризис, так скажем, все может быть. Возможно, Solana следом заскамится и так далее, но просто я весь этот эмоциональный фон выношу за скобки. Я просто торгую, график, все. Еще хотел бы спросить по поводу новостей. Вот многие пишут, что если бы не проблемы с биржей FTX, то биткоин бы не пробил 17600 и пошел бы наверх. Вот что ты думаешь по этому поводу, в плане того, что новости случайно появляются или их заранее продумывают, и они должны произойти в любом случае? Ну, вот скажу так. Во-первых, сослагательное наклонение вообще употреблять некорректно. Вот если бы не было бы ковида, а вот Мгм. если бы не было бы нашей планеты Земля, чтобы где бы люди вообще появились и так далее. То есть это разговоры ни о чем. Это случилось, это фактически. Как это реагирует на этот рынок? Все риски график закладывает изначально. Думаю, что все это было заложено в график. То есть, смотрите, я могу вам только пояснить по факту на графике, как это все выглядит. Мы имеем боковую коррекционную структуру, которая длилась с июня по ноябрь. То есть мы в этом флете находились очень длительное время. Произошло движение и коррекция к нему. Вот после коррекционного движения в любом случае подразумевается движение по тренду дальше, вниз. То есть, что если бы биржа FTX не соскамилась, мы бы развернулись вот здесь из этого диапазона, не думаю, мы в любом бы случае спустились бы вот сюда. Вот этот момент, то есть поход к 16-14, на мой взгляд, он в графике очень давно. Я думаю, он в графике где-то с начала этого года, вот отсюда. То есть, если мы предполагаем, что это заходной импульс, я думаю, что он уже, эти цели 16-14, уже заложены, опять же, по моему мнению, заложены уже давно. И это может сопровождаться попутно всякими новостями, всяким фудом и так далее. Но просто людям, многим людям, и мне, и всем остальным проще для психики и для понимания соотносить какие-то вещи, чтобы понимать, что происходит в мире. Если биткоин идет на 16 тысяч, да, это только связано с FTX именно. И это просто
понятно, логично для человека, но на самом деле это не так. То есть Мгм. FTX, не FTX, в любом случае мы бы, на мой взгляд, опять же, туда бы пришли. Ну да, я полностью солидарен с таким мнением и считаю, что новости это просто фейк, и они изначально заложены в графике. Вот, в принципе, у меня вопросы закончились, может, тебе есть что добавить еще? Да, я бы добавил единственное то, что думайте своей головой, любое мнение со стороны– это просто мнение другого человека. И если оно, например, с вашим не сходится, это тоже нужно себе стараться на пользу возводить в том плане, что это в любом случае пища для ума, даже альтернативное какое-то мнение. Опять же, это все гипотезы, и имейте свою голову на плечах, не торгуйте заемными средствами, и всего вам доброго. Все понял, спасибо тогда. Спасибо, что пришел, поделился своим мнением. Надеюсь, еще встретимся. Обязательно. Пока. Итак, основное видео подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось мнение Руслана. Если вы хотите услышать его мнение по эфиру и другим альткоинам, то пишите об этом в комментариях и поддерживайте это видео. Но сейчас я проведу розыгрыш $250 среди моих рефералов на бирже BitGet. Делать я это буду с помощью рандома, то есть у нас есть общее количество рефералов 1511, и на сайте random.org мы вбиваем это число и просто ищем реферала, который выполнил условия. И так как я не могу посмотреть проторгованный объем на фьючерсах того или иного реферала, то я решил немного изменить условия, и победитель должен совершить хотя бы одну сделку на фьючерсах и иметь баланс в $100. Итак, давайте приступим. Нажимаем Generate, и мы видим цифру 876. Итак, вот номер 876. Нажимаем подробнее, и мы видим, что у него $38 на балансе, поэтому он не проходит по условиям, и мы ищем дальше. Номер 65. Смотрим подробнее. Баланс 214, но на фьючерсах нет ни одной сделки. Соответственно, условия также не выполнены. Номер 696. Вот этот номер. Смотрим подробнее. Баланс 0 не проходит. Скорее всего, это затянется надолго. Номер 1100. Смотрим подробнее. Баланс также 0, поэтому ищем дальше. 1048. Здесь я сразу вижу, что на фьючерсах не было трейда, поэтому также ищем дальше. 976. Итак, вот этот номер. Также можно заметить, что на фьючерсах не было сделки, поэтому ищем дальше. Номер 1145. Вот данный номер. На фьючерсах есть сделка, поэтому нажимаем подробнее. Баланс 838 и активные сделки на фьючерсах. Кстати, можно заметить, что это мой копи-трейдер, поэтому он выигрывает $50. Вот его UID. Чтобы забрать приз, напиши мне в личку в телеграм-канале, ссылка будет в описании под этим видео. Теперь идем дальше, ищем следующего победителя, номер 822. Вот данный номер. На фьючерсах также есть сделка, поэтому смотрим баланс. 2500, отлично. Второй победитель также готов. Ищем дальше, номер 3. Очень все просто. Смотрим. На фьючерсах нету сделки, поэтому листаем дальше. 1036. Итак, вот этот номер. Сделки на фьючерсах также нету, поэтому ищем дальше. Номер 120. Вот данный номер. На фьючерсах также нету сделки, поэтому ищем дальше. 1481. Итак, вот данный номер. На фьючерсах есть сделка. Смотрим подробнее. Баланс $1000. Победитель определен. Ищем следующего победителя. 1415. Вот данный номер. На фьючерсах нету сделки, поэтому ищем дальше. 398. Вот данный номер. На фьючерсах есть сделка. Смотрим подробнее. Баланс, к сожалению, нулевой, поэтому ищем следующего победителя. Номер 366. Смотрим данного пользователя. Сделка на фьючерсах имеется. Подробнее. Баланс $15. Условия не выполнены, поэтому ищем дальше. Номер 1224. Смотрим, если сделка на фьючерсах. Подробнее. Баланс $400. Победитель определен. И теперь ищем последнего победителя. Номер 437. Сделки на фьючерсах нету, поэтому ищем дальше. 187. Вот данный пользователь. Сделки на фьючерсах также нету, поэтому ищем дальше. Номер 1383. Вот данный пользователь. И смотрим. Сделки на фьючерсах также нету, поэтому ищем дальше. 446. Сделки на фьючерсах также нету, поэтому ищем дальше. 1374. Сделка на фьючерсах имеется. Жмем подробнее. Баланс, к сожалению, $0. Поэтому ищем дальше. Номер 850. Вот данный пользователь. Смотрим.
Сделка на фьючерсах имеется, баланс выше $100, поэтому это наш последний победитель. На этом розыгрыш подходит к концу. Если вы хотите поучаствовать в таком розыгрыше уже в следующие выходные, то вы должны быть моим рефералом на бирже BitGet, подписаться на их твиттер и также совершить хотя бы одну сделку на фьючерсах и иметь баланс выше $100. На этом видео подходит к концу. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, потому что каждую субботу там проходит розыгрыш $250. Среди 5 победителей каждому по 50. Подробные условия для участия написано в описании под этим видео. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем профита, всем пока. Зашел на криптокотлету и сразу поднял монету. Бабло летит как ракета прям в небеса, и теперь ты богат. Криптокотлета, правильный выбор был сделан, стесняться поводов нету. Поднял с нуля дофига.